Ну, мне кажется, что надо завтра выходить, если погода в таком же ключе будет. Надо выходить, потому что погода встанет рано или поздно. Вместо того, чтобы потом отсюда сожалеть, что не получилось. Фотоаппарат первый раз взял в 97 году, но это после, вот как раз после первой поездки в Гималай. Я думаю, елки-палки, это должны видеть мои друзья хотя бы, или себе на память оставить я должен. С фотоаппаратом ты начинаешь искать сюжет, это начинаешь рассматривать все совсем по-другому и видеться совсем по-другому. Главное, что здесь можно самовыражаться, самосовершенствоваться до бесконечности. Пошел погулять, сделал несколько удачных кадров. Так, и сердце наполняется радостью, что вот не просто так ты проводишь время. Рассматриваешь эти фотографии, обрабатываешь их, там, вспоминаешь это все, и это как бы пролонгированное такое счастье. Момент затягивается не день-два, а растягивается на достаточно долгое время. Ну, самые первые восхождения, они всегда тяжелые. Почему? Потому что не ожидаешь, какие у тебя ощущения появляются. Они, ощущения, конечно, они неприятные. Знаете, я смотрел, ты сильно далеко. Огонь? А? Огонь? Огонь. Как голова? Голова хорошо. Хорошо? То есть тебе нехорошо, тебе муторно, и ты думаешь, о, неужели у меня ничего не получится, неужели мне настолько плохо, что не могу ходить в горы и так далее. Проблем много. А потом остается только хорошее, и после этого, как это говорится, все уже совсем по-другому. Во второй раз уже все значительно проще. Ура! Это самые настоящие друзья. Твоя жизнь зависит от их поведения, и их жизнь зависит от твоего поведения. И поэтому формируются, как бы сказать, иногда коллективы, где просто вот такая зависимость, она иногда важнее, чем сам результат. Тяжело так. О, сочненько. Привезла. Яблоки апельсины из Омска. Выращены, правда, кто знает где. И возникают вот такие устойчивые иногда связки, которые... Вот у меня Виталий Горелик был, до этого Сергей Ахонин. И не испытывали вообще никакого дискомфорта на восхождениях. В жизни оно там дальше по-разному бывает. Несовпадение там характеров, прочее, а на высоте это уж совсем все по-другому. Любой вид деятельности, он надоедает. Благополучно, а надоело все, уволился. И то же самое в альпинизме. Вот одни и те же восхождения там, одного типа, они перестают приносить радость. То есть как будто это уже все было. Если не найдешь какую-то реализацию себя, какое-то изменение вот в том же самом альпинизме, то люди очень часто бросают и уходят. Вот у меня как получилось. Мы надолго уезжали на 2–2,5 месяца вот так вот в горы. И они были разные, и скальные, и высотные, и так далее. Потом появился международный альпинистский лагерь. То есть это вот как бы идет смена, наращивание ощущений, вот этих вот изменений ощущений. Ну вот потом появились одиночные восхождения. Тебя никто не страхует, ты сам себя страхуешь. Там все настолько остро, и я говорю, есть наслаждение в бою, у самой бездны на краю. Ну и потом все это тоже начинает приедаться. Ты прекрасно даешь себе отчет, что простые одиночные, они не приносят того уже драйва. Тебе надо сложнее. А потом это, если ты умный человек, ты прекрасно даешь отчет, что рано или поздно это все закончится в какой-нибудь трещине или еще где-нибудь. Человек не может все предусмотреть. Так или иначе ты ошибаешься.
конце концов. Ты снижаешь планку, и тебе это не нравится. Поэтому должны появиться новые ощущения. В альпинизме я уже испытал очень много, и для меня продукт второй свежести. Хотелось бы себя попробовать и в других вещах. Но это же как это? В истории нет сослагательных наклонений. Да. Если бы. Я долгое время не собирался становиться профессионалом в этом деле. Но тут наступили эти жесткие времена, страна начала разваливаться, зарплаты перестали платить. И тут уже путь был выбран конкретный. Ну, это как у человека в детстве. Трамвай выезжает из депо, и у него там можно поехать в один район, в третий, четвертый. А в конце концов, вот он поехал, и все, веточка одна, и все, и дальше уже трамвайные пути не поворачивают. И вот так и здесь то же самое. Ну, тут добавляется только фотография, там добавляется, или различные способы восхождения, различные районы. Сам трамвайный путь, он постоянный, но зато можно там крылья к трамваю приделать. И вот это наполняет жизнь смыслом и интересом. Я собака, я взрослая собака, я большая. Сейчас будем на связь выходить. Всех я. Ну все, отлично. Ну я на постоянном приеме, эскада следующей связи, эскада 12:00. Представляешь, так? Как круто. Рация у меня есть. На связи я в 12 выйду. Если жим-жим будет, я не пойду, у меня же голова работает. Да я знаю, что работает. Но ты же знаешь, это моментально произойдет. Так жим-жим. Да если ты один и никого нет. Вы поднимешься вот до Ледовых. До Ледовых. Сразу Скажешь, я, что и как. я позвоню тебе, да? Хорошо, договорились. Зараза, ты где была? А? Все, давайте этот самый. Снегу. До звонка. Ты что, большая собака? Фрося, иди понюхай Глеба Анатольевича, если что. Будет искать меня. Понюхай его. Ну хоть, ну хоть. Понюхай его. Ты так, ты. У нас есть происходит. А что ты думаешь? Она, знаешь, как... Понюхай его. Иди понюхай его. Идем понюхаем. Давай, иди понюхай его. Все. Да. Зовут Глеб Анатольевич. Все. Все. Разыскная собака у нас есть. Терпеть невзгоды и неурядицы. Я считаю, что это очень важная черта у людей должна быть. У всех, да. Когда человек нетерпелив, и он хочет сразу все, ну, это странные люди. В жизни много препятствий. Учеба – это препятствие. Препятствие, например, пойти вечером в кабак. Тебе надо сидеть учиться. За девушкой ухаживать. Это же везде терпение. Везде какие-то препятствия. Родители там или еще что-нибудь. Или денег нет. Препятствие. Жесткое. Или здоровье не позволяет. Препятствие. Возраст. Препятствие.
Все остальное не препятствие. Я понимаю, что я что-то не могу делать то, что раньше делал очень легко. Понимаешь, что осталось активной жизни не так много. Я имею в виду активной жизни, физической активной, 80. Ну ладно, 85. А дальше уже как-то сложно. Хотел бы лет 80 на горных лыжах еще кататься. Ведь ты понимаешь, что твой путь не идеален. Понимаешь? Твой путь не идеален, и, как бы сказать, он мог быть вполне возможно лучше. И поэтому отношение к этому пути такое скептическое, пренебрежительное, но в то же самое время это твое любимое занятие. Понимаешь? Тут сложно объяснить. Поэтому жалеть не о чем. Так что вот это и есть альпинистская жизнь. Так что поехали, побежали. Пока светло, да. А вот кофемолочка, да. Много лет назад мне ее подарил Саша Фокс с женой, с Альбиной. И я каждое утро пью кофе и, как это говорится, автоматически вспоминаю про друга, которого уже нет 12 лет. То есть, каждый человек должен оставить после себя что-то такое. Пусть альпинизм это не такая сфера там глобального значения, но тем не менее, после меня останутся фотографии мои. Останутся там. Есть несколько очень хороших. Флешки дарю с фотографиями. Расходятся. Не жалко. Пусть смотрят и завидуют, что я в таких местах был.